Всем привет! Сегодня я еду своим ходом из Грузии в Турцию через таможенно-пропускной пункт Сарпий. Если вам интересно, что там на границе, какие автобусы туда идут, где их найти и сколько они стоят, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и поехали вместе! Попасть на границу предельно просто. Из центра Батуми до нее ходит общественный транспорт. Ориентируемся на высокое готическое здание Кафедрального собора Святой Богородицы, в которое, кстати, обязательно стоит зайти, так как это едва ли не самое ценное религиозное сокровище в городе. Но об этом в другой раз. С другой стороны сквера от собора находится автобусная остановка. Здесь можно сесть до границы на 88-ю маршрутку. Ходит она с 7 часов утра до 20 часов вечера. Если же вы едете позже, то садитесь на 16-й автобус, который ходит до 23 часов. Ехать чуть более часа, а проезд стоит 2 лари. На данный момент это 65 рублей или менее 1 евро. Если же вы едете ночью, а граница работает круглосуточно, то придется взять такси. Будьте готовы, таксисты будут просить 30-35 лари, но советую платить не больше 25, а можно найти водителя и за 20. Кстати, в Грузии работают приложения Яндекс.Такси и Болт. Вот, как видите, на Яндекс.Такси поездка стоит менее 20 лари. Почти что весь путь идет вдоль моря, и прямо перед границей начинаются очереди из фур. А вот я, не ожидая того, и приехала. Вот она, граница. Здесь путешественников встречает замудренная форма смотровой вышки КПП. Никогда не догадаетесь, но это дизайнерская интерпретация волн Черного моря. Проект не турецкий, а грузинский, и с момента его завершения в 2011 году стал одной из главных достопримечательностей Батуми. Не считая его прямого предназначения, КПП – это эмблема развития Грузии, приветствующая гостей на границе. А еще здесь много обменников с плохими курсами обмена валют. Ну да ладно, заходим внутрь. Ощущения космоса сохраняются и здесь. Все чисто, красиво. В отличие от прохода в обратную сторону. Вот паспортный контроль. Автобус был почти что полный, но очередь мы прошли очень быстро. Сейчас 8 часов утра. Сразу же после паспортного контроля начинается duty free. И продолжается он достаточно долго. Почти что по всему пути большие рекламы и афиши о том, что можно купить. Кстати, на турецкой стороне тоже будет duty free. Скоро вы это увидите. А пока мы топаем и шумим по коридорам. За окошком видно, как таможню проезжают машины. Очень радует то, что хотя КПП и многоэтажный, нигде не приходится таскать чемоданы вверх и вниз по ступенькам. Между этажами протянуты двигающиеся дорожки, поэтому чемодан даже не надо тащить вверх по трапу, едет он сам. А вот там внизу проходят досмотр фуры, которые мы видели по дороге на границу. А вот и еще один плакат о том, что обязательно нужно купить в Duty Free. И Сваровски тоже захватите, а также сумочку. Ну и техника, наверное, тоже не помешает. Идем, где-то, наверное, минут 10 и наконец-то доходим до паспортного контроля на турецкой стороне. Здесь 2 очереди. Народу в них одинаково, но очередь на левом стороне двигается очень-очень быстро. Я даже сама туда перестроилась. Вот я стою, радуюсь, и потом понимаю, что я стою в очереди для турецких граждан. А мне надо вот туда, в очередь для всех остальных. Ну что, пошли обратно. И тем не менее, несмотря на то, что я прыгала из очереди в очередь, всего ушло ровно 13 минут. И вот я в турецком duty free. Затем досмотр таможни. Говорят, если ехать ночью, то досмотра как бы и нет. Но днем все пропускают через металлодетектор. Что ищут, не особо понятно, потому что у меня было 3 бутылки чачи и огромная банка с медом. Но никаких претензий ни ко мне, ни к кому другому в очереди не предъявили. Так что вот прохождение паспортного контроля и таможенного тоже очень простые и быстрые. По крайней мере утром или ночью.
А стеклянный коридор из будущего тем временем продолжается. На прохождение всей границы с момента, как я вышла с автобуса на грузинской стороне и затем вышла из здания уже на турецкой стороне, прошло ровно 30 минут. Здесь мы первым делом, конечно, видим мечеть и кучу маршруток. Сама таможня с этой стороны выглядит вот так. А все маршрутки, которые здесь прямо у входа, идут в Трабзон, первый большой город после границы. Проезд туда стоит 130 лир. Это 550 рублей или примерно 6 евро. Причем, если вы хотите выйти до Трабзона, то цена будет такая же. Это проблема в том случае, если вы едете, например, в Хопа. Оттуда дорога идет на юг, например, в город Карс, где начинается железная дорога и знаменитый Восточный экспресс, идущий сутки до Анкары. Также отсюда идет дорога в город Идыр у подножия горы Арарат. Как же доехать до Хопа и сколько это стоит? Водители маршруток до Трабзона бесстыже говорят, что автобусов Хопа нет. Это неправда. Вернемся к вот этому кадру. Нужно пройти чуть за мечеть вот к этой автобусной остановке. Отсюда местные маршрутки ходят до Хопа за 30 лир. Когда я пришла, я была второй пассажиркой и боялась, что маршрутка не наберется. Но в течение 15 минут она уже заполнилась, и мы отъехали. Ехать всего 30 минут, и водитель довез меня прямо по адресу. Путешествуйте больше. Это хорошо для души.